Меш-сети, 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 Wi-Fi. Снова мы возвращаемся к этой теме разговора. Вот у нас здесь огромное количество роутеров, вернее 3 штучки. И, скажем так, сегодня не совсем обычное видео про меш-сети какого-то конкретного производителя. Сегодня очень бюджетный обзор. Объясню, потому что, вы могли у меня на канале привыкнуть, вы привыкли у меня на канале смотреть, например, про меш-сети на Asus. Дорого, богато, классно работает, простите, цена, да, либо кинетики, либо Xiaomi, которые без перевода на Китай, и там вообще никаких настроек нет, да, фактически. Netis это отдельная каста, это, знаете, как это называется? Бюджетно и просто работает. Мой первый роутер в 5 ГГц был конкретно Netis, я уже вам это говорил при обзоре одного из Netis, по-моему, Netis X10. Здесь у нас сегодня 3 роутера, один Netis N2, вон коробочка, и 2 NC63. Это очень бюджетные роутеры. Этот стоит в районе 899 гривен, этот стоит в районе 1100 с мелочью гривен. И это Wi-Fi 5 роутер. Я специально подчеркиваю, потому что это ультрабюджет, в котором работает меш. При этом бесшовный меш. То есть вы можете по видеосвязи ходить от одного узла к другому, у вас не будет прерывания. Гигабитные роутеры. И тут у нас возникает вопрос. Насколько ли страшна, люди приходят в магазин, смотрят, поддержка меш. Что такое меш? Для чего этот меш? Я вам объясню, все очень просто. Когда у вас огромный дом, и когда у вас один роутер, то у вас 100% в каких-то углах, в каких-то комнатах, в каких-то частях дома, либо огромная квартира, либо огромное помещение, у вас 100% где-то затыкается интернет, падает и все остальное. Технология Mesh позволяет вам обойти ограничение точек доступа. Вы можете сказать, можете купить точку доступа, воткнуть и будет вам счастье. Нет, точка доступа работает по-другому. Есть основной роутер, берется точка доступа, допустим, вот такой вот Netis C63, какой там NC63, простите. И он будет не продолжать Wi-Fi, либо сеть вот этого основного роутера, он создаст свою, и вы будете переключаться от одного к другому. При этом бывает такое, что он не будет хотеть отключаться от первого и не будет хотеть подключаться ко второму. Это целая история, при этом это другая сеть с другими доступами, и доступ к первому или доступ к внешней сети вы получить не можете. Здесь у нас при подключении, допустим, определенного количества роутеров, в случае с Netis это 5 компонентов, у вас будет одна единая сеть Wi-Fi, либо одна единая LAN-сеть без какого-либо головняка, без головной боли. То есть, что у нас есть? Мы можем назначить любой из этих роутеров основным, скажем так, контроллером. А другие у нас субконтроллеры, суброутеры, субагенты, как их называют. И сама по себе технология в Netis называется Easy Mesh, то есть легкий меш. А Easy он все потому, что реально подключается очень просто. Подключать можно через, допустим, вот такие вот патчкорды. Давайте вот сразу так будем визуально. Вы взяли патчкорды, взяли основной роутер, допустим, N2. Вы его включили в интернет через WAN-сеть. У нас здесь все просто. У нас здесь есть WAN и 4 LAN, да? Вы взяли, включили сюда интернет, и все, у вас работает роутер. А что дальше-то делать с вот этими роутерами? Да все просто. В этом роутере выставляется опция субагент. Потом берете вот так вот кабель, чтобы не заморачиваться. Воткнули в LAN. Лисичка показывает. Воткнули в любой LAN. Вот так вот щелк. Взяли вот этот вот беленький роутер, да любой Netis взяли, воткнули в любой WAN, не в любой, он один, воткнули и все. И у вас вот эта штука, если вы здесь выбрали субагент, она просто подключится, ничего больше делать не надо. Если у вас на роутерах есть кнопки VPS, WPS, да, и, например, у вас вот этот вот роутер является основным, вы его подключили к интернету, просто-напросто. Выбрали в настройках основного контроллера, вы назначили его основным контроллером, выбрали подключение через кнопку Mesh либо WPS. Вот, пожалуйста, здесь у нас есть кнопка, кроме розета, здесь есть WPS. Вы зажали кнопочку, либо если есть отдельная кнопка Mesh, зажали кнопочку Mesh, потому что моделей-то Netis очень много, поморгали, оно соединилось, и оно работает как через кабель подключения, так и по беспроводной сети через 5 ГГц. И работает это по принципу того, что, например, давайте это пока уберу.
например, базовая станция, и у нее здесь, например, базовая станция раздает возле роутера 500 на 500, да, мегабит. Ну, это все-таки Wi-Fi 5 роутер, 500 на 500 по Wi-Fi это тоже хороший результат, да. У нас есть второй роутер, который подключен через LAN, да, мы такие берем с вами принципиально LAN, подключаем, то есть здесь у нас 500 на 500, мы подключаем вот этот вот роутер, допустим, через розетки, там различные моменты, можно подключать все что угодно. Вы его подключили, он у вас работает в Mesh, и, допустим, в другой части дома он тоже будет раздавать базовые 500 на 500. Либо сюда заходит 1000, то здесь вы тоже получите 1000. И будет он транслировать эту 1000 с таким же названием сети, с таким же доступом в одной сети уже в другой части дома. Но если там нет розетки, что же делать? Если не сильно далеко, и, допустим, вы идете с этим роутером от базовой станции, и в этом месте у вас покрытие Wi-Fi 5 ГГц, я беру пока 5 ГГц, у вас, например, здесь будет 250 на 250, то этот роутер, поставив здесь как субагента, он будет брать 250 на 250 и конкретно 250 на 250 транслировать в радиусе своего покрытия, даже без каких-либо без каких-либо проводов. То есть ему достаточно вот просто как точка доступа беспроводная, но в системе Mesh в единой сети. Это очень удобно, это очень классно. И почему вот именно сейчас мы рассматриваем бюджетную вариант? Ну, очень меня много просят, говорят, я хочу Mesh, но хочу бюджетный. Мне много не надо, у меня большое домохозяйство, много денег нет. Давайте посчитаем, 2 по 850, можно 3 по 800, по 890, пускай по 900 гривен. 3 по 900 гривен. И мы получаем, там, ну это чуть дороже, и мы получаем за вменяемые деньги покрытие 1000. 1500 квадратных метров. Да, я не шучу. Вот такое тоже можно сделать. И тут уже ты так думаешь, там, ну это при открытом, при open space варианте, допустим, дом 250-300 квадратов покрыть, да ничего делать, там, это будет спокойно работать. И мы получаем отличный момент. Давайте так, вы сначала подпишитесь, нажмите колокольчик, ссылки на такие роутеры в описании под видео. N60, ну вот, NC63. Если с этим все понятно, я на него делал обзор в описании под видео. И, кстати, на Netis X10 я тоже делал обзор. То вот этот вот роутер, это самый обыкновенный, бюджетный, 5 гигагерцовый, гигабитный роутер, который просто работает. У него отличие лишь только то, что тут 3 лана, 1 ван. Да, управление, в принципе, абсолютно примерно одинаково. Вот, пожалуйста, у нас здесь есть даже характеристики. У него поддержка бимформинга, меша, MU и MIMO, полные гигабитные порты, IPv6 с IPTV, 1 гигагерцовый процессор. Это нормальный бюджетный роутер. Тоже ссылку закину вам в описании под видео. Неплохо. Вот именно за такие деньги так вообще купить где-то и забыть. Поставить и забыть, пускай работает. Мы пойдем сейчас с вами на мое рабочее место. Там все настроено, подключено. И с вами немножечко потестируем. Ну а вот мы скажем так, в управлении роутером, то есть в веб-интерфейсе. И тут как бы все очень просто. Мы видим сейчас 6 онлайнов здесь. Давайте сейчас реавторизуемся, потому что прошло определенное время. Все, авторизовались. И переходим во вторую вкладку, и тут видим 2 онлайна. А это что? Netis N2. Да все просто. Дело в том, что каждым из узлов Mesh можно управлять отдельно. То есть если мы сейчас пойдем в основное устройство, перейдем в сеть Easy Mesh, то мы увидим в топологической структуре, вот, пожалуйста, у нас, видите, здесь есть вот подключенный 5G, это мы видим Wi-Fi, да, там видим какие-то подключения, то есть визуально мы все это можем рассматривать. Ну, это вам как пример, да, того, как подключается. При том, что в функциональной конфигурации можно, в принципе, выбирать подключение через WPS Mesh, либо можно через проводное соединение. Также у нас здесь есть, вернем сеть Easy Mesh. Также у нас здесь есть выбор основной маршрутизатор, либо под маршрут агент. Перед тем, как соединять, нужно подключить каждый роутер и выбрать, какую роль он выполняет. В принципе, как и у всех, ну, в дорогих, там, ультра-дорогих каких-то других производителей, там, которые там стоят over 400, over 500 долларов, там, конечно, уже другое дело. Но здесь мы имеем такой вот момент. Как это все, в принципе,
нам протестировать. Мы протестируем на бесшовности, на какую-то базовые скорости, потому что это Wi-Fi 5. Уже, ну, как бы, это даже не Wi-Fi 6, не Wi-Fi 7. Это бюджетный Wi-Fi 5, который стоит, ну, извините меня, давайте посмотрим. Netis N2. Netis N2, вот мы, по-моему, даже обзор делали, он стоит 1149 гривен. А Netis C63, вот C63 это вообще бюджет. 899 гривен за гигабитный роутер, за Wi-Fi 5. Кстати, ссылки закину вам в описании под видео. А ну Netis N2 Технозон. Есть такой обзорчик или нету? Да, мы даже делали обзор. Пожалуйста, вот он, Netis N2 с гигабитными портами. Можете перейти посмотреть. Лисичка, ты нам нужна. Сейчас мы попросим мою лисичку, помощницу. Мы сейчас проверим на бесшовность. У нас сейчас подключено. Ты ж в сети, да? Проверь, пожалуйста, ты в Нетисе. Да. Да. То есть я тебя сейчас набираю. Сейчас я включу, во-первых, запись экрана со своего телефона. Давайте записывать звук с микрофона. И записать весь экран, записать все. И что я делаю? Я беру и звоню тебе по видео. Сейчас, наверное, у многих вопросы, нафига ты звонишь по видео куда-то. Сейчас вот он у меня красивый, короче. Давай, лисичка, бери трубку. Так, а что ты потолок показываешь? Покажи мне, чтобы люди видели, что ты реально уходишь от роутера. Так, вот мой кроссовок, все, вот он. Все, теперь твоя задача. Ты идешь, и люди должны видеть, что видеосвязь не прервется. Идешь, вот там, где у нас меш стоит, выходишь из студии, заходишь, поворачиваешь направо, идешь на склад туда, на дальний. Все, ребят, студия большая, 200 квадратов, и пошла лисичка. Вот она топает. Ты можешь что-то говорить, кстати, чтобы мы тебя слышали. Или ты микрофон отключила? Ты микрофон отключила! Все, услышал, все. Иди, давай. Вот она вышла из студии. Давай, направо. Нет, ты лисичка, ты куда-то не туда пошла. Пойти в другое место? Да, в другую сторону, на склад иди. Господи. Лисичка в 3 соснах заблудится, я вам серьезно говорю. Вот она, пошла. На меня наезжаешь? Ну, как бы умею, наезжаю. Ага. И все, вот в принципе у нас связь не прерывается. Давай, возвращайся обратно. Отлично, мы сейчас еще протестируем на то, как оно работает, допустим, возле роутера. Сам по себе принцип сети интересен. То есть, понимаете, если проводной... Ты через какой-то там будет. Он идет. Нет, то есть, это все бесшовно. Это все происходит бесшовно. Даже на бюджетных каких-то решениях. Так, здесь мы останавливаем. Давай свой телефон. Мы сейчас будем еще и тестировать Wi-Fi 5 ГГц. Так, включили запись на лисичкином телефончике. Кстати, вот, пожалуйста, я вам показываю Netis N5, вот он, Netis F4BA, все подключено. И тестируем сразу базово скорость возле смартфона, господи, заговариваюсь уже, возле роутера. Не смотрите на скорость, это, 600, откуда тут 600? У него канальная скорость 800 мегабит с чем-то. Каким образом? Я наколдовала. Я не знаю, что там колдовало. Слушай, ну реально, у него-то канальная скорость 800 с мелочью. Это 5 гигагерцовый роутер, тут не может быть больше. А фактическая всегда от канальной там 50% либо 40%. Короче, ладно, это возле роутера. Идешь сейчас туда на склад стоматологии, там, где у нас стоматологи сидят, и там тестируешь, там у нас проводное подключение или беспроводное. Короче, идешь там тестируешь, там проводное. Все, отходи и давай, мы ждем тебя. И пошла лисичка по добру, по здорову. Мне вообще удивительно, что в 2005 году, да, там, в 2025 году уже дошло до того, что не только какие-то топы, не только за какие-то там $1000, а даже такие решения там за 800, за 900 гривен имеют меш-сеть, и ты дома при наличии, допустим, тарифа 1000 мегабит, это 1000 мегабитные дешевые роутеры, ты поставил твои устройства, тебе много не надо. Тебе сколько там, 300-400 мегабит, оно поделило между всеми канал, сколько у тебя? 529 на 343. Там же кабельное подключение. То есть вот в этом-то и весь принцип, что по кабелю оно передаст изначальное значение базового роутера. А теперь давай, отходи там, где сейчас ремонт, там где у нас стоит, господи, какой гипсокартон.
Отходи туда и тапай, там у нас он стоит через 5 ГГц подсоединенный. Все. Я не знаю, там без швов, не без швов, что там у тебя. Просто подсоединенный, короче, просто протестируй мне 5 ГГц, пожалуйста. Женщины. Короче, пока лисичка там ходит, меня удивляет, что вот, допустим, я могу купить вот такие вот, например, у меня дома. Давайте разберем, какой сценарий. Есть обыкновенный компьютер, у которого стоит, вот, допустим, трехкомнатная квартира. Нужен бюджет. Поставили на входе роутер, завели на него. Он покрывает, допустим, кухню, ванную, туалет, там, детскую. В зал поставили там этот, или большой дом 200-квадратный. Этого вполне хватит для 200 квадратов, потому что эти роутеры неплохо работают. И они имеют действительно неплохое покрытие базовое. Он что стопая. Лисичка, это ты? Десь, он, иде. Завел себе еще помощник? Да, завел себе еще 10 лисичек. Сколько у тебя вышло? Вот так. О, 218 на 287. Пожалуйста. Это же принцип работы. То есть, если там от роутера, от базового доставало 218 на 287, он смог уловить своими мощными антенками, давай я выключаю здесь запись, то он эти 218 на 287 просто-напросто продолжит в своем радиусе. Мы об этом уже говорили. Короче, давайте перейдем, наверное, на студийный стол и продолжим это обсуждение. Ну что, посмотрели? Как вам принцип? Принцип, по-моему, вообще очень отличный. При этом вы можете же взять, допустим, кабель и подключить все 3 по кабелю, развести, и будет покрытие такое, знаете, как звездочкой. Ну а если уж совсем бюджетами играться, то смотрите, дело в том, что не обязательно брать все гигабитные роутеры. Например, если вы строите mesh-сеть именно беспроводную, то модельки NC21 и N3D, они поддерживают 5 ГГц, но у них 100 мегабитный LAN. Но при этом через 5 гигагерцовый, скажем так, диапазон можно получить скорости больше, чем 100 мегабит. Вот так вот. И у нас получается, что взяв, например, за базу базовый там вот этот вот NC63 или X10, вообще Wi-Fi 6 базовый вы поставили, и уже вы играетесь в бюджете, там, что у нас там, Xiaomi самый дешевый, 3,5 бюджет получается на, допустим, на базовую Wi-Fi сеть, то здесь уже можно поиграться в районе 2000 гривен. А вообще сначала можно взять 2 роутера. Если, например, 3 сразу дорого, а масштабироваться со временем, это тоже очень даже неплохой вариант. Так что тут поиграться с бюджетами можно. Я вот, вы знаете, я вот прям рекомендую использовать Mesh. Подключение удобное, подключение быстрое. То есть сам по себе процесс подключения у меня занял не более 5 минут на 3 роутера. Ну 7 минут, ладно, уже там немножко приукрасил. В целом рекомендую. Классная система Mesh. Все очень бюджетно, все очень хорошо работает. Я думал, что будут проблемы какие-то, знаете, обычно в бюджетных каких-то системах, но Easy Mesh оправдал свое название. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.